Всем привет! В этом уроке я покажу, как создавать свои многослойные конструкции и где их использовать. Например, вот здесь у меня плитка сделана при помощи многослойной конструкции. И если я буду переключать отображение модели со всей модели на отображение без отделки, плитка будет исчезать. Есть различные варианты применения многослойных конструкций, давайте я просто покажу, как их создать. Вы нажимаете на многослойные конструкции, либо в параметрах, реквизиты элементов, многослойные конструкции. У вас выпадает вот такое окно. Здесь у нас многослойные конструкции разложены по папкам, либо можете посмотреть их списком. Это стандартные многослойные конструкции, которые есть в Archicad по умолчанию. Я создам свою новую. Нажимаю вот здесь «Новая» и введу ее наименование, как она будет отображаться вот здесь в списке. Я ввожу перегородка гипсокартонная, 2 листа и профиль 50 мм. Нажимаю ОК. Вот у меня создалась моя многослойная конструкция, теперь давайте ее настроим. Здесь у нас показано то, для чего она может использоваться. Для стен, перекрытий, крыш и оболочек. Так как я создаю перегородку GKL, я отключу все ненужное. Это перекрытия, крыши и оболочки мне не нужны, я оставляю только стены. Если вы создаете конструкцию для полов, вы будете полы делать перекрытием, здесь нужно не забыть поменять перекрытие и убрать стены. Давайте продолжим. Здесь у меня есть слои моей многослойной конструкции. Это будет гипсокартон. Я выбираю строительный материал GKL и задаю ему его толщину 12,5 мм. Так она и отображается. Если у вас вдруг после того, как вы ввели 12,5 появилось 13, ничего страшного, Archicad будет это воспринимать именно как 12,5 мм. Просто здесь он будет показывать как 13. Я создам еще один слой такой. Нажимаю «Вставить слой», и у меня дублируется слой, который был выбран. Это второй лист гипсокартона, а между ними нужно вставить профиль. Я добавляю еще слой, и у него здесь на стрелочку меняю строительный материал на профиль. Профиль для перегородок. Для этого я создавал отдельный строительный материал. Не забудьте поменять ему толщину на 50 мм. Вот так будет выглядеть моя многослойная конструкция, которую я создал. Также вы можете настроить здесь отображение перьев. И, например, поставить для линий, которые здесь, не черное перо, а серое. Когда вы нажимаете на перо, у вас оно показывается вот так стрелочкой, где будет изменяться перо, поэтому здесь запутаться довольно-таки трудно. Я поменяю, поставлю вот здесь серое перо. И для вот этой линии тоже поставлю серое перо и покажу, как это будет выглядеть на плане этажа. Нажимаю ОК. Все, моя многослойная конструкция создана. Теперь я выбираю инструмент «Стена». Здесь переключаю многослойные конструкции. И выбираю многослойная конструкция. Я назвал ее перегородка GKL 2 листа. Все, могу чертить эту многослойную конструкцию. Вот так она выглядит. Если включить истинную толщину линий, так как перья довольно толстые, у меня видно, что отображается вот здесь серым пером. Если бы я сделал черным, у меня бы внутри было черное перо и было бы не видно, как это разделено. Вот так я создал многослойную конструкцию для GKL. В чем ее особенность? Когда вы создадите конструкция, которая пересекает уже существующую, у вас автоматически появится вот такое вот пересечение. То есть гипсокартонные листы так и заворачиваются. Если вы будете создавать несколько перегородок, они у вас автоматически будут сопрягаться и выглядеть вот так. Вам не придется создавать отдельные слои для гипсокартона и делать его. Либо если вы сделаете, например, перегородку из блоков, и сделайте еще слои со штукатуркой. Так будет намного удобнее показывать штукатурку. Давайте я как раз покажу на примере со штукатуркой. Создам еще одну многослойную конструкцию. Я дублирую ту, которая у меня есть. Только введу здесь перегородка из блоков и 2 слоя штукатурки. Называйте так, как удобно вам, чтобы вы не запутались потом в большом списке своих многослойных конструкций.
Я выбираю слои штукатурки, пусть они будут по 15 мм. А по центру я поставлю блоки. Пусть будет блок кладочное заполнение. Теперь, чтобы была возможность отключать штукатурку на планах, нам нужно поменять тип у слоев штукатурки. Это вот эта иконка, выбираете ее и ставьте здесь другое. Теперь у вас будет возможность отключать отображение штукатурки. Давайте еще покажу, как можно добавить сюда плитку. Я вставляю еще один слой и присвою ему материал плитка. Плитка настенная. Не буду создавать еще слой клея, просто задам толщину, такую же 15 мм, пусть будет у плитки. Обязательно поменяйте ей тип на отделку. Теперь у нас есть блок кладочный, это основной материал, два слоя штукатурки, это другое, и плитка, это отделка. Общая толщина нашей конструкции 145 мм. Нажимаю ОК. Выбираю инструмент стена и выбираю здесь вот перегородка из блоков и два слоя штукатурки. Также начерчу коробку. Включаю всю модель и вижу, что у меня отображается теперь плитка, два слоя штукатурки и блоки. Я могу включить без отделки, тогда будет показываться только штукатурка, и могу включить только ядро, тогда все слои штукатурки исчезнут. Вот так быстро можно работать с конструкциями стен. Теперь вы знаете, как создавать свои многослойные конструкции, делайте это в своих проектах, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!